Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдарб на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди. Максим, начать наш разговор я не могу не с Ирана. Ситуация, в которую ввергнут вообще регион, оставляет, прям очень много поводов для нервозности. И цены на топливо растут, и удары продолжаются, и, собственно, американская администрация выглядит достаточно схожей риторически с администрацией Кремля в 2022 году. Фразы те же самые. Цели будут достигнуты, мы эту войну не начинали. И, в общем, много других вещей, которые были такими пропагандистскими мемами. И впору немного растеряться людям, которые следят за происходящим в Украине и вот смотрят и обращают внимание на то, что происходит на Ближнем Востоке. Правда ли, что вот когда-то как ковид выключился и включилась война, так сейчас Ближний Восток включится, а война в Украине выключится? Какие мысли у вас по этому поводу? Есть ли это взаимосвязь и как оцените происходящее в нашем с вами государстве, в нашей с вами стране на фоне вот таких мировых глобальных потрясений? Я согласен с вами, что мы, как граждане Украины, обязаны накладывать любые ситуации, которые происходят вовне Украины, на то, как это отразится на нашей стране. Это нормально и это правильно. Это раз. Два. Америка всегда жила и живет по праву сильного. Она не знает, что такое международное право. Точнее, она начинает о нем вспоминать только тогда, когда надо кого-то нагнуть, или у кого-то что-то забрать, или кого-то сделать терпилой. Тогда она вспоминает о международном праве. Бессмысленно перечислять ситуации, в которых Америка без санкций международных организаций вмешивалась во внутренние дела других стран. Это продолжается на протяжении десятилетий последних, и мы тому свидетели. А самое, скажем так, грустное – это то, что Трамп въехал в Белый дом на коне, на котором было написано, что Америка перестает быть мировым жандармом, перестает лезть в чужие дела, перестает вмешиваться в дела других стран и будет заниматься своими собственными проблемами. Это, кстати, то, что ему все время тычет под нос бывший конгрессмен или конгрессвумен от республиканцев Тейлор Мэджерит Грин. Такая тетка забористая, залихвастская, сейчас гоняет Трампа, во всяком случае, по соцсетям, не стесняясь. Уже напрямую называя его предателем того лозунга «МАГА», Америка прежде всего, говоря, что им движут чуждые Америке интересы, что он обещал не ввязывать Америку в войны, а вывести ее из всех войн, но между тем он делает все с точностью наоборот. И таких, как Грин, в Америке очень много, я имею в виду лидеров общественного мнения. Такер Карлсон точно так же, если он не называет фамилию Трампа, то он каждый день со своими многомиллионными просмотрами выступает о том, что Америка работает не на Америку при Трампе, а на другую страну, на другие интересы. И, несомненно, мнение антивоенное сегодня в Америке сильно. И Трамп отлично понимает, что затяни он эту войну, это первое. И второе, отправь туда пехотинцев и начни сухопутную операцию, которая однозначно приведет к огромным потерям в американской армии. Он все, что хорошее пытался себе нанизать на ниточку и представить на ближайшие выборы, он проиграет. Все одним махом. Поэтому для него сейчас, на мой взгляд, политически жизненно необходимо в максимально короткие сроки, если не закончить иранскую войну, то с каким-то красивым видом выйти из нее, сказав о том, что вот видите, у меня получилось. Какой красивый вид для бизнесмена Трампа? В первую очередь сказать, что иранские нефтяные залежи под контролем Америки. И пролив вот этот в Персидском заливе, через который экспортируется вся ближневосточная нефть, он тоже под контролем Америки. Если он сможет это сделать и уйти оттуда без потерь, с такими прибылями, с такими барышами, я думаю, что
для него это будет вист. Достигнет ли он этого, сказать сложно. Иран – это Персия. Этой стране и этой нации несколько тысяч лет. Когда слово «Америка» в нашем полушарии еще никто не знал и не представлял, что такое существует или будет существовать. Поэтому это страна со своими традициями, со своими укладами, со своими... Страна, традиции которой усилены верованием мусульманским, в которой сильны вопросы джихада, вопросы мести. Поэтому я думаю, что ситуация с Ираном не будет простой для Трампа, для американцев. Хотя Трамп предупредил во втором, по-моему, своем заявлении по ситуации в Иране, что в случае, если они не будут достигать там успехов, то Америка применит там такое оружие, что Ирану покажется очень-очень страшно. Неужто ядерное? Он не назвал это ядерным оружием, но, по-моему, другого оружия, в общем-то, нет. Нет, подождите, есть дискомбамбулятор. Вот это, которое... Да. Ну, это для того, чтобы кого-то похитить. Я думаю, что для того, чтобы победить Иран или иранскую армию, или в целом всю страну, этих бульбуляторов не хватит, если только использовать их самолично для того, чтобы в дыму убедить себя, что ты победил. Ну, курить, так сказать. Я думаю, что... И, кстати говоря, вы знаете, Александр, глядя на историю Америки, я бы не усомнился в том, что в случае, если у них будет подгорать, они применят ядерное оружие. Они применили его в первые и пока последние в этом человеческом мире, абсолютно не задумываясь, разбомбив 2 мирных города, уничтожив 300 с лишним тысяч мирных жителей, а не солдат японской армии. И до сих пор в этом не раскаиваются и считают, что они абсолютно правы, и так надо поступать. Я думаю, что тогда поступили и будут поступать так и дальше, если им на то будет дана возможность. Поэтому ситуация с Ираном, на мой взгляд, выходит и очень быстро выходит за пределы только этой страны. Она уже охватывает близлежащие ближневосточные страны. Она уже охватывает торговлю нефтью. Она уже влечет за собой рост цен на нефть и газ в Европе. Она уже влечет за собой панику в Китае. Китай просит Иран не препятствовать выходу других судов из пролива для того, чтобы доставлять необходимую для Китая нефть, необходимую для его экономики. Не говоря уже о том, что Иран в эти дни ведет бомбежку. Я не знаю, насколько она эффективная. Понятно, иранцы одно говорят, отбивающиеся другое говорят или нападающие. Ведет бомбежку окружающих Иран американских и других натовских военных баз, которые расположены в соседних мусульманских с Ираном странах. Все это, а если к этому еще и добавить больную военную ситуацию рядышком на границе Афганистана и Пакистана, все это говорит о том, что очень вероятно, что Ближний Восток загорится не так, как предполагал Трамп, и все силы Трампа или Америки будут брошены на то, чтобы максимально ускорить окончание войны там. Потому что, повторюсь, для американцев длительная война там, точнее не для американцев, а для сегодняшнего правящего американского крыла, политически губительно. Они однозначно в таком случае проиграют в глазах избирателей все то, что они пытались насобирать до этих выборов. Что касается Украины. Не так, еще момент. Аналитики пишут... Влад, перестань. Ложись. Собака слушает, тоже хочет свое вставить в наш разговор. Аналитики пишут, что... Причем это аналитики, условно, англосаксонские. Они пишут о том, что кто точно выиграет в ситуации войны в Иране сегодня, это Россия. Просто потому, что, первое, цены на энергоносители растут. Они выросли уже в 1,5-2 раза.
И Европа уже сегодня начинает говорить о том, что мы, конечно, против покупки нефти, у нас там всякие эмбарго и газа. Эмбарго на русские энергоносители, и мы их не любим, и они не демократичные, а тираничные, их газ и нефть. Но ситуация такая, что вы не понимаете, это другое, мы, наверное, все-таки начнем покупать. И, скорее всего, они начнут покупать, если вопрос с поставками с Ближнего Востока, этих самых нефтей и газов, не будет решен в ближайшее время. И понятное дело, что котировки на международном рынке на газ и нефть точно так же выросли, и это дает для России возможность увеличить поступление в бюджет от продажи своих нефтегазовых богатств. Это один пункт возможного выигрыша, скажем так. Второй пункт – это то, что все-таки мир переключается на проблемы на Ближнем Востоке, и даже Европа отворачивается сейчас от ситуации в Украине, вольно или невольно. И поддержка Украины, ну, скажем так, может зависнуть и в вопросах поставки вооружений, и в вопросах поставки денег. Вчера или позавчера перечислили $1,5 миллиарда очередного займа МВФ, так там чуть ли не плясали на Банковой от радости, что хоть немножко дали денег, потому что выплачивать нужно соцобязы, а платить нечем, денег в стране нет. Кроме того, речь идет о том, давайте я сейчас попробую буквально вспомнить слова Трампа, как он сказал вчера о том, что глупец Байден, его предшественник, отдал огромное количество американского оружия украинскому Барнуму. Под Барнумом он подразумевал Зеленского. И теперь плоды американской армии опустошены. А с учетом того, что война грозит затянуться в Иране, Америка очень сильно переживает за то, чем она будет вооружать свой воинский контингент, который там находится. Если большую часть складов опустошили и передали, как сказал Трамп, Зеленскому. Барнум – это такой шоумен был в 19 веке, очень удачный. Говорят, что это прародитель в целом шоу-бизнеса, я имею в виду ярких каких-то красочных цирковых представлений, иллюзий, обманов зрителей и так далее. Вот его называли король доброго обмана. Так, по-моему, называли Барнума. Ну, вряд ли можно это к Зеленскому приписать, что он король доброго обмана, но то, что король обмана, это точно. Таким образом, ситуация, которая имеет место сейчас на Ближнем Востоке, вряд ли может быть хорошей для Украины со всех точек зрения. Кроме того, нужно понимать, что в случае, если... Это я возвращаюсь к своему утверждению, что Россия недалека от того, чтобы изменить характер войны на более жесткий или более жестокий, как хотите называть, и применять... Что вы говорили? Бульбуляторы, да? Только у них бульбуляторов этих нет. А у них есть другие бомбы и другие ракеты, которые могут быстро вправить мозги. Так вот, на мой взгляд, она готова и готовится это сделать. И думаю, что ситуация в Иране может стать катализатором к тому, чтобы изменить характер войны на более кровавый в Украине. Для того, чтобы закончить ее в 2026 году и не растягивать больше. Повторюсь, многократно повторюсь, я убежден в том, что Россия не готова и не собирается растягивать войну на несколько лет вперед. Глупое заявление Зеленского о том, что он там специалистов высокой категории в Иран собирается отправить, ну, на мой взгляд, просто уже не нужно комментировать. Потому что его глупость очевидна. У тебя страна горит, у тебя там проблем внутри хватает. Какие могут быть распыления, какие могут быть отправки кого-то куда-то, когда собственная страна горит, и этот пожар не потушен. Я думаю, что это больше бла-бла-бла для того, чтобы сказать, что ой, я вот тоже тут, не забывайте обо мне, я вот готов выпрыгнуть из штанов или из чего-то. Полагаю, так. Переговоры. Смотрите, вся ситуация вокруг Америки подорвала сам принцип доверия на переговорах. То есть переговоры – это отдельно,
война и воинственные действия отдельно. Сейчас пытаются как-то оправдаться с американской стороны. Рубио говорит, да они вообще психи, они сейчас вот взяли бы ядерную бомбу и, в общем, стреляли. Потом, это же классика, как Рубио говорит, мы бы потом, и никто бы потом Ирану ничего не смог сказать. Намекая, Почему? потому что у них бомба. Бомба у них. И все. И они бы делали, что хотели. И никто бы ничего не сказал. И есть же пример такой из страны. Это Северная Корея. И под санкциями. Но сейчас все шутят, кроме там многочисленных мемов из Дубая, да, о том, как там ТЦК, там вот это все. Я видел, да. Тероборона. Вообще, Александр, согласитесь, вот чувство юмора нашего народа надо отдать должное. Даже в самой дурной ситуации люди пытаются найти какой-то юморок. Я прошу меня простить, что я вклинился в ваш блок вопросов, но просто ради юмора. Недавно, абсолютно серьезно, это не фейк, это не, как вы сказали, не мем. Объявление бумажное. Что-то типа гадалка Злата. Уберу ворожбу, уберу с глаз, отведу ТЦКшников, наведу на них морок, чтобы не упаковали. Вы представляете, уже гадалки у нас помогают людям от ТЦКшников и от людоловов спасаться. То есть, говорит о развитом чувстве юмора. Наверное, оно только спасает сегодня нашу страну и наших людей. Извините. Знаете, тут дело не только в юморе, тут еще и как бы дремучесть развивается на этом фоне. А многие верят. Вон вчера буквально накрыли ворожек, которые выманивали деньги. И даже вот эти гробовые у вдовы там выманили, да? Они там... То есть, мошенники, да? Да, крутили куклы Вуду, там чего-то, угрожали какими-то страшными последствиями, если, мол, не провести обряд-ритуал. Ну, их, в общем, приняли. И... Хотя, так, знаете, так удивительно на фоне того, как... Смотрите, как у Ермака все хорошо. Все же хотят попробовать куклы Вуды покрутить. В чем бы нет? Посмотрите. В ВСУ? Нет, не в ВСУ. Адвокатом Ермак стал. Вчера сделали такое сообщение у себя. Долго же молчал. С самого дня обыска телеграм-канал Ермака молчал, а тут он всем сообщил, что вот, я буду работать, защищать жертв агрессии российской. А? Как хорошо у него все. Точно куклы Вуду помогли. Если все-таки к этому, да, возвращаться к моменту по поводу переговоров, теряется всякий смысл с ними говорить, с американцами. И вообще мода на переговоры как бы потеряна. И если раньше все объективно ждали какого-то прорыва, то сейчас все ждут прорыва, мирного имеется в виду прорыва, но не от переговоров. Если не от переговоров, то от чего ждать этого мирного прорыва? И никто же не забирал свои слова назад. Я имею в виду Трампа, и если верить Axios, которые говорили после разговоров с Зеленским, у Зеленского есть месяц. А Зеленский такой говорит, да вот закончится война, не пойду на выборы, там уеду где-нибудь кушать в Грузии, или там вообще будут ли эти выборы. У него там свои прогнозы, но у Трампа дедлайны же свои. Их там уже штук 5 называли, и все на это полугодие, первое полугодие припадают. Или Иран как бы отодвинул, и вот это... как бы все забыли о том, что война должна закончиться. Если исходить из логики Рубио, который говорит, а вот если бы у них что-то было, то тогда что бы мы все делали? То тогда хочется задать тому же Рубио вопрос, а почему вы Польшу сейчас не накрываете? Польша планирует разместить у себя французские ядерные ракеты. Свое хочет оружие, да? Туск заявил. Совершенно верно. Свое хочет разрабатывать. И Польша не одна. О ядерном оружии говорит Германия. Та страна, которая дважды подпаливала мир. Это только в 20-м столетии. Они были основными агрессорами. Они сжигали сотни, по большому счету, сотня миллионов людей погибло из-за этой страны. И сегодня Германия говорит о том, что, словами Мерца, о том, что да, она рассматривает разные варианты ядерных размещений, ядерных возможностей. Страна, которая должна была быть вообще человечеством лишена возможности иметь свои войска, хоть какие-то. Максимум полевая полиция на том с пистолетиками, на том бы и закончили. Просто потому, что ближайшая история показывала, что именно эта страна все сжигала и все взрывала.
на европейском континенте как минимум. Так, тогда надо у того же Рубио ему задавать вопрос, а почему ваши войска еще не в Германии, не в Польше и не предварительно тушат ядерный пожар, если у вас логика так работает? Да какая там логика? Вернее, они пытаются придумать какие-то отмазки, которые более-менее бы смотрелись, но все же понимают, что это уже просто... Они, мне кажется, даже не стараются с этими отмазками. Ему задали вопрос... А что вы скажете, вот там бомба ваша или израильская попала в школу, где 146 девочек погибло? 146. 165, да. Это вместе с сотрудниками и родителями. 165 человек. Как это объясните? Какая ваша реакция? Ответ скомканный, никакой. Я не в курсе, я не владею, я не хочу сейчас говорить то, что могло бы стать предметом каких-то спекуляций. Госсекретарь США за несколько дней не владеет ситуацией по такому страшному удару и смертоубийству. Чушь собачья. Владеет, конечно. Отлично они знают, кто стрелял, как стрелял. Зачем стреляли. Может быть, там цель какую-то им обозначили фальшивую. Не знаю. Поэтому препарировать слова их сегодня для того, чтобы найти в этих словах истинное объяснение начала войны, прям правдивое, я думаю, не нужно, потому что это все будет ложь. Я думаю, что не ложью является. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо. Я не даю такую оценку. Я говорю, что мотивы действия Трампа объясняются. Первое. Помощью Израилю. В том или ином виде. Считайте, читайте, как хотите. Итак, помощью Израилю. Второе. Желанием ослабить Китай. Китай около 20% нефти. Нет, стоп. Да. 40% экспортируемой Ираном нефти – это то, что они отправляют в Китай. И около 20% получается в общем объеме импорта китайского нефтяного для своего народного хозяйства. Это огромная составляющая. И выбить сейчас эту цифру – это 100% создать проблему для китайской экономики. Итак, ослабить Китай. На мировом уровне где-то по мордасам надавать России. В том смысле, смотрите, я Венесуэлу щелкнул. Ваш же союзник, ваш. До этого все забыли, кстати, о Сирии. То же самое. Куба сейчас под таким диким давлением, под которым не была 60 лет. Сейчас с Ираном расправляюсь. Ну и что вы? Помогли союзникам. А мир же все равно на это смотрит. Он цинкует это. И видит, что кроме выражений недовольства или там гнева на площадках ООН ничего другого не происходит. Помощи нет. Тут может какая-то их тонкая игра быть. Или просто они не могут себе позволить распылиться уже. Что еще больше меня убеждает в том, что Россия готовится закрыть тему Украины, потому что затянулась. Она не может себе позволять ее растягивать. Так вот, возвращаясь к американцам. Вот, собственно, мотивы его действий. Ну и плюс, если, конечно, получится взять под полный контроль иранскую нефть, то Венесуэла плюс Иран, США по большому счету владеют или контролируют 50% запасов нефти в мире. Вот такой результат. И его мотивы в данном случае понятны. Могут быть какие-то там еще дополнительные, но именно вот об этом, мне кажется, идет речь. Что касается... А так как эти мотивы абсолютно ничего личного, бизнес, просто бизнесовые, то, конечно же, после таких нападений, после таких атак, думаю, многие страны чухают репу и думают, как же с американцами действительно теперь идти на переговоры. Венесуэла переговаривалась, закончилось грустно для Венесуэлы. Иран вел переговоры, вел, закончилось грустно для Ирана. Тем более, что обвинения американцев
властей Ирана в том, что те ядерную бомбу готовили или подготовили, разбиваются о недавнее сообщение директора МАГАТЭ Гросси, который сказал, что МАГАТЭ зафиксировала, что никакой ядерной бомбы или подготовки именно к этому в Иране не производилось. Поэтому, с одной стороны, права Катя Каллас, которая говорит о том, что мир давно перестал даже стесняться не жить по международному праву, а жить по праву сильного. Это действительно так. С другой стороны, классика мировой дипломатии, классика политической истории все-таки звучит так, что лучше 100 дней плохих переговоров, чем 1 день хорошей войны. Я сторонник подобного тезиса, и отвечая на ваш вопрос, а чего тогда стоят переговоры Украины и России с участием Америки, я бы сказал так. Я все равно верю в то, что они чего-то достоят. И кто знает, может быть, я понимаю, о чем вы. Благоразумие, или вернее добрые пожелания разбиваются о реалии сегодняшнего дня, о желании всяких ястребов войны с разных сторон воевать, воевать и воевать. Кто знает, вот в жизни ведь бывает такое, чего даже быть не может. Какие-то удивительные события. Кто знает, может быть, лишний день переговоров все-таки повлечет за собой и перемирие, а может быть, все-таки и мир, на что я очень сильно надеюсь. И вполне вероятно, что ситуация, которая развилась сейчас с Ираном, уберет те или иные такие слабые козыря у Зеленского и его соратников. Класть на стол будет нечего, и возможно, что это ускорит согласие их с тем, что нужно заключать мир с Россией и пытаться выживать каким-то образом. Я понимаю, что ваш вопрос, он даже не риторический, он сам в себе он сам в себе содержит ответ. Как же можно кому-то верить? Но если никому не верить, и если пустить ситуацию на самотек и отказаться от всех переговоров и прочее, это просто закончится, я в этом уверен, бомбежкой Украины намного более сложными и тяжелыми вооружениями и гибелью многих сотен тысяч людей. Полагаю, так. Ну, вы же видите, всем плевать, по большому счету. Ну, Всем кому? бомбит. Ну, люди, бомбит и бомбит. Да, то есть тут же красивая игра вышла с Европой. Санчес, премьер-министр Испании, вышел и сказал то, что, в общем, мы не можем, пускай там во благо, не во благо, но то, что незаконно началось, мы не можем это поддерживать. Это нарушение международного права, поэтому мы, в общем, испанцы, говорим отворот-поворот. Трамп начал измываться, говорит, вот, все, прощай, Испания, мы с тобой больше никогда, ни за что. А грамотные люди ответили, не, можно, конечно, разорвать все отношения и там торговые с Испанией, но Испания, она же сама по себе не торгует, она как бы от Евросоюза торгует. Да. Ну, Это то тогда есть, с Евросоюзом надо разрывать. уже мы видим Евросоюз как-то иначе выглядит. И Мерц, которого вы упоминали, сидел гривой, кивал и рассказывал о том, что мы полностью с вами солидарны, Дональд Федорович, да-да-да. Выглядит, предателем. Иудой выглядит, понимаете, с точки зрения вообще интересов Европейского Союза. А есть ли Европейский Союз сейчас? Вот тот самый, у которого тоже прыгнули цены на бензин на заправках. Сейчас в Украине жутко идет там спор, там выходят спикеры разные. Я вот заметил, как решают проблемы в Украине. Да так же, как и в Европе. Выходят спикеры и начинают вот это жевать, жвачку. Жевать, жуют. Это когда сейчас паника, сейчас все понаходились горе-эксперты по энергетике, и всем прогнозируют, что будет по 150 гривен за литр цена бензина в Украине. Но ценник уже задрали. А мы, люди, которые примерно,
сталкиваемся с украинскими реалиями, мы понимаем, что если цены задрали, то их никто не опустит. Очень редко так было, это в каких-то единичных случаях, что кто-то когда-то опустил какую-то цену, да, там на фоне рынки, а потом раз-раз-раз и назад. В основном оно так и остается, а просто ты уже со своими возможностями подтягиваешься под потребности людей, которые устанавливают цены. Ну и там можно долго разговаривать, какой картельный сговор, что да как, но цена останется такой, как есть. И вот точно так же и Европа. Показали цены в той же Германии, и все как-то так призадумались, а что это вообще происходит? Как вы думаете, этот фактор повлияет вот на самое главное, на кровь войны, на ресурсы, на солярку для танка, для того, чтобы заправить, не знаю, самолет Зеленскому, который будет в очередной раз куда-то лететь, с кем-то кланяться в парижских или каких-то других подмостках, да? Ведь серьезный же удар по экономике мировой. Несомненно, тем более, что европейское народное хозяйство, европейская экономика в данном случае совсем оголены остаются. То есть, у них единственным поставщиком необходимых энергоресурсов того же сжиженного газа остается только кто? Соединенные Штаты. У русских они не хотят брать, потому что это диктаторский газ и нефть. У Ближнего Востока они не могут брать, потому что те не могут сейчас нормально организовать доставку этого самого необходимого сжиженного газа и нефти. Цены, как вы правильно сказали, выросли на плюс 20-25 центов. Это всего за несколько дней. Это больше 10%. И это на самом деле караул для европейцев. Они в этом смысле очень жадные люди. Не говоря уже о том, какой это караул для их экономики, для их промышленности. Тут нужно обратить внимание на этот самый Димаш Санчеса, премьер-министра Испании. Я хочу сказать вам, что очень такой ушлый, хитрый и шустрый политик. Он стал премьером во второй раз, проиграв выборы парламентские. То есть, его партия проиграла парламентские выборы. Но он смог так договориться в парламенте со своими недавними противниками, что представил большинство и таким образом занял пост премьер-министра страны. И скажу вам, что многие испанцы к нему не испытывают симпатий. Более того, его прямые конкуренты PP, партия и Fox, они наступают на пятки. Они наступают на пятки, не говоря уже о том, что испанская аристократия, которая влияет на общественное мнение, точно так же не поддерживает этого человека. И вот этим ходом по поводу «а мы не дадим американцам наши военные базы, а мы не будем участвовать в американской войне, а мы считаем, что она незаконная, а вы продолжаете, американцы, незаконные действия с 2003 года, вы первые подожгли Ближний Восток абсолютно бездоказательно и втянули туда всех, и все гибли, и это привело к кризисам. Вот мы не будем участвовать с вами в этом продолжении». Так вот, эта фишка здесь, в Испании, воспринята людьми позитивно. Я не знаю, стрелял ли Санчес в несколько мишеней, я имею в виду, набирал электоральные баллы таким заявлением, но он их 100% набрал. Более того, он мягко достаточно отвечает, скажем так, безадресно отвечает Трампу. Его вторая вице-премьер, я забыл фамилию, дама, она прям... Ее зовут Йоланда. Вот, скорее всего, о ней идет речь, что Йоланда. Она четко сказала, что мы, Йоланды, не будем поддерживать страну-агрессора в этой незаконной войне, которую она развязала. Это я к тому, что испанцы, испанское общественное мнение в данном случае мне кажется, за Санчеса. Его там ближайший противник Фейхоо, он как раз наоборот протрамповский, скажем так, но его слова и звуки выглядят в данном случае достаточно жидко в Испании. Это раз. Два.
Касательно Мерца и Британии, когда они через 2 дня оживились и сказали, да, да, конечно, мы тоже готовы отправить свои воинские контингенты, первый же вопрос, который приходит на ум, а вы там при каких делах? Вам что с Ираном не так? Ну хорошо, Америка выполняет свои обязы перед Израилем. Повторюсь, я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что это их дела, их совместные договоренности. Вы при чем здесь? Германия и Британия. На мой взгляд, ответ очень простой. Как обычно, они почуяли легкую добычу, они почуяли, что можно поделить будет, поучаствовать в дележе иранских богатств, иранской нефти. И точно так же решили записаться в очередь тех, кого могут допустить к дележу этих самых богатств. Тем более Мерц, ну что ожидать от представителя. Он до канцлеровского поста был руководителем немецкого отделения BlackRock, да, вот этой хищнической транснациональной инвестиционной компании. Что ожидать от человека с таким настроем, с такими мозгами? Что хорошего, я имею в виду? Это же он был недавно в гостях у Си Цзиньпиня. И чуть ли не в ультимативной форме заявил тому, что Китай должен прекратить поддерживать своих производителей, в первую очередь автопроизводителей, потому что европейская автопромышленность проигрывает в конкурентной борьбе. По Си Цзиньпиню, понятно, очень сложно понять, да, там, по его выражению лица, что он думает на этот счет. Но я думаю, что думает он правильно на этот счет. То есть немец приехал, загубили сами свою промышленность, которая держалась на дешевых российских энергоресурсах. При этом загубили свою внутреннюю политику, загнав в страну огромное количество нелегальных и различных иных мигрантов. И выбрасывая на них огромные суммы денег немецких налогоплательщиков. Задрали вверх социальные выплаты, на которые сегодня немецкий бизнес собрать деньги не может. И конкурировать не может с тем же Китаем, который спонсирует свою промышленность, помогает ей расталкивать локтями других. И сегодня они, первое, учат Китай о том, как ему надо себя вести у себя внутри. Второе, готовы полезть в Иран для того, чтобы разделить иранские богатства, иранскую нефть. Все это говорит о том, теперь к вашему вопросу, о том, что же с Евросоюзом. Все это, я уже не говорю сейчас об Орбане, я не говорю о том, что Еврокомиссия натравливает Зеленского на Орбана и придумывается вот эта схема с нефтепроводом «Дружба» для того, чтобы свергнуть накануне выборов Орбана, который не нравится Еврокомиссии. Это, конечно, уму непостижимо. В том смысле, что Евросоюз борется со своими членами, странами-членами Евросоюза. Это все говорит о глубокой болезни этого объединения, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что оно всегда нам казалось, нам, украинцам, мы всегда зависть к нему испытывали, да? Любили сюда ездить, наблюдать за ними, наблюдать, как они сыто и жирно живут, как у них все хорошо, завидовали им по-хорошему. А сегодня ситуация такая, что Евросоюз трясет. Евросоюз трясет не избранные условные председатели Еврокомиссии, еврокомиссары, не избранные, я имею в виду, народом Европы, сегодня диктуют народам Европы, как им жить. Куда тратить деньги, кому их отдавать, сколько отдать в одну страну, сколько отдать в другую, какие налоги платить, сколько потратить на вооружение, сколько потратить на содержание европейской бюрократии. Там же у них зарплаты просто несоизмеримые даже со среднемесячным доходом европейцев. Речь идет о десятках тысячах евро, при том, что среднестатистический европеец рад 2-3 тысячам евро. Резюме. Если коротко. Пока мы в него входим, в этот Евросоюз, из него все выйдут. И для таких, как Зеленский, тоже это, кстати, будет вист. Он скажет... а я что? Что я сделаю? Пока мы туда шли, он распался. Мне кажется, что сегодня очень сильны центробежные силы в Евросоюзе. И несмотря на спайку, которая сделана общим европейским рынком,
Он не то чтобы трещит по швам, но внутри него есть очень серьезные и пока еще непреодолимые внутренние распри. И кто знает, как обострятся эти распри, когда Орбан победит на выборах и почувствует много больше сил для того, чтобы бороться с Еврокомиссией, ее депутатами и так далее. Конечно же, сегодня Евросоюз под боем со всех точек зрения. Испания пытается петлять. У нее есть диверсификационные пути снабжения энергоресурсами из Африки, чего нет у других стран. Плюс она очень сильно скакнула в вопросах добычи альтернативной энергии. И это немаловажно для энергетического рынка этой страны. Что касается бывших тяжеловесов, Германии, Франции, то там ситуация более плачевная и более серьезная. Полагаю, так. Если подумать о политической судьбе Украины, я попрошу вас прокомментировать ситуацию, которая носится вокруг выборов. Усик говорит, пойду. Залужный тренирует речь, свой английский язык на площадях. Да, это правда. Нет, я еще раз, это там в полушутку, но я всех призываю прям с пониманием отнестись. Елки-палки, а у вас какой английский? Сидите, пишите тут, строчите комментарии. Давайте тоже тренировать, давайте все вместе. Это же лучший мотиватор изучения английского языка. 2 года сидел в Британии, и вот смотрите, как вырос. Все плохое только замечают. Вы хорошее замечаете. Смотрите, уверенно, на площади, с пюпитром. Всем, говорит, хард. Зрители мои шутят от харта к харту, типа от сердца к сердцу. Лондон is the capital Great Britain, да? То, что в школе учили. Понимаете, то есть нет, молодец, чего нет? Говорит, Белецкий, говорит, Буданов будет. А что будет Буданов? А они тут начали ходить. Сначала сходили на ифтар. Это прием пищи после захода солнца мусульман. У них праздник Рамадан, пост Великий Рамадан. И они, в общем, с Зеленским сходили на ифтар. А потом без Зеленского сходили на Пурим, представляете? Там тоже их кормили. Тоже там речь толкал Буданов. Буданов точно куда-то идет, раз к иудеям сходил на Пурим, на праздник. То есть, видите, кандидатов сколько. А Зеленский говорит, не знаю, посмотрим. А может, если войны не будет, так я не буду, собственно, никуда идти. Хотя все понимают прекрасно, что будет. Будет. По одной простой причине. Стоит ему лишиться этого кресла, то очень у многих людей возникнут к нему разного рода вопросы. Причем вне зависимости от географии. И я, кстати, вы, наверное, как прокурор, да, в прошлом, тоже поддержите это умозаключение, потому что оно логичное. Слишком много людей не только там наживались, а очень слишком много людей предали, очень слишком много людей обезжирили и, собственно, вышвырнули. И многие люди хотели бы задать чисто такие человеческие вопросы. А мы видим, как мир возвращается, и это покушение на... не покушение, а когда украли на Бали сына одного из авторитетов днепровских, да, вроде как подтвердили. Это, конечно, ужас. Но я к чему этот пример привожу? Что это все возвращается вне зависимости географии. И жесткая расправа, и выкупы, и все эти вещи. То есть, этот преступный мир, да, он же тоже реагирует на то, как меняются официалы и страны, как они себя ведут. Он тоже становится гораздо более зубастее. Как вы думаете, ждут ли Украину выборы? Какие? Когда? Немного как вы сказали, об обратке, да? Угу. Тут какая штука? Когда Зеленский говорит о том, что у него спрашивают журналисты иностранные, так а у вас же коррупция, он обижается, начинает слюнявиться о том, что а вы ее видели, а вы тут жили, ай-яй.
У вас тоже коррупция? У всех коррупция? Да, возможно. У всех коррупция. И в Украине до этого была коррупция. И она есть в любой стране, потому что жить лучше и что-то стырить или получить – это чувство и желание, свойственное любому человеку. Коррупция есть, но только впервые в Украине коррупция таких масштабов и при этом постоянно поливаемая кровью. Никогда в Украине не грабили и не воровали, не брали взятки, не выводили деньги, при этом посыпая страну трупами своих сограждан. Никогда не было в Украине коррупции на высшем уровне, которая была связана с воровством денег, которые направлялись на защиту энергосистемы в тот момент, когда эту энергосистему бомбят. Не было такого. Не было такого, когда воровались деньги на защиту, выделенные на защиту аэродромов и иных систем сдерживания или, скажем так, обеспечения безопасности. Никогда не воровались деньги, которые во время войны выделялись на бомбоубежища. В Киеве за 4 года, блядь, создали 2 бомбоубежища. 2 в Киеве. Кличко. Не было такого. Поэтому, когда кто-то пытается сравнивать, а вот во всем мире так, и в Украине такое было, нет, это несравнимо. Они отправляют на фронт людей погибать, они обменивают жизни и души на доллары и евро, и на криптовалюту, и на тачки свои, и на акции фармацевтических компаний. Это делают они. Они отлично понимают, что страна будет гореть дальше, что заново будут гибнуть люди. Солдаты, офицеры, дети, жены, матери, в чьи дома будет лететь беспилотник или ракета или снаряд, и небо не будет закрыто просто потому, что деньги украли эти самые они. Кстати говоря, в Испании, в Индии, в Германии, жду сейчас в Америке, вышла моя статья очередная о том, как выглядит пищевая цепочка, пищевая система в Украине под началом этого деятеля и его окружения. Так что Европа публикует такие вещи, кто бы что ни говорил. Во всяком случае, у меня получается публиковаться. Так вот, подобная коррупция – это не просто есть коррупция. Это есть государственная измена. И причины я вам объяснял, какие. У них умысел на то, чтобы не только захватить богатство Украины и украинцев, а у них умысел на то, чтобы причинить ей сумасшедший ущерб и вред. И они отлично понимают, что за их подобными действиями этот самый ущерб и вред последует. И Украина разрушится. Все это они понимают. А раз так, это есть государственное преступление, а не только должностное и не только корыстное преступление. Это первое. И добавлю к этому насчет обратки. Я знаю очень много в Украине достойных следователей, прокуроров и судей, которые не побоятся впоследствии принять на себя всю тяжесть расследования этих преступлений, вынесения жестоких приговоров в отношении преступников и приведения этих приговоров в исполнение. Это раз. Два. Насчет выборов. На своем канале я как-то проанализировал тот факт, что Усик заявил о возможности баллотироваться. До этого мы с вами обсуждали, что вполне возможно, что эти годы войны, эти годы наезда на Украинскую православную церковь, на Киево-Печерскую святую Лавру, Усик молчал, был в стороне по той причине, мне так кажется, это мое умозаключение, что его об этом попросил блаженнейший митрополит, потому что мне кажется, что Усик – это его духовное чадо. И попросил его именно с тем прицелом, что этот человек может стать впоследствии полезен Украине на тех или иных государственных должностях. Когда я это предположил и проанализировал, посыпался град гневных и негативных комментариев о том, что как, еще, ой, бля, тут клоун.
Потом этот, как его, Кличко вор в Киеве. Теперь еще этот боксер будет. Да что ты такое говоришь? Что ты такое несешь? Что ты такое желаешь? Или я, уважаемые, вы когда гневные комментарии пишете и там изволите ругаться, вы мозги сначала включите. А дело вот в чем. Расскажите, пожалуйста, уважаемые люди, какую палитру кандидатов вам предложит нынешнее украинское законодательство и нынешний украинский политикум? Кто там будет? Я? Шелест? Азаров, может быть? Не знаю. Мураев? Или там Шарий? Новые лица какие-то? Нет, не будут. А знаете почему? А потому что украинская власть выписала законы таким образом, что мы сегодня не имеем права участвовать в этих выборах. Не имеем, Александр. Вы тоже не имеете, не надейтесь. Партию не успеете создать. Ее вам просто не зарегистрируют. Ее не зарегистрирует вам Минюст Зеленского. А наши партии запрещены Зеленским. Стало быть, мы не будем в этой ближайшей палитре, если, конечно, Зеленского и зеленую власть не заставят изменить срочно законодательство. И не скажут, все политические преследуемые люди, все политики и общественные деятели, которые попали под молотки политических преследований со стороны режима Зеленского, имеют право участвовать в близлежащих выборах. Если такое произойдет, да, мы с вами тоже можем оказаться в палитре тех, кто будет представлен украинскому избирателю. А пока нет. Так из кого тогда эта палитра состоит, ребята? Перед тем, как шуметь на мои умозаключения, вы просто подумайте, из кого? Несложно перечислить. Зеленский, Залужный, скорее всего, Буданов, я так думаю, потому что слишком солидные, вкусные электоральные капиталы ему подарили. Ну, на удивление, все эти клоуны, певцы очередные, там, притулы и голосы, и их даже перечислять не могу, но они не хочу, но они есть тоже в палитре. Порошенко, Тимошенко, любимый куянами Кличко. Есть кияне, киевляне, а есть куяне. Вот куяне очень любят Кличко, и они его привели во второй раз на мэрское кресло в Киеве. Кличко. А кто еще? Вот. Ну, возможно, еще какие-то генералы появятся. Или там военные. Кого вы там назвали? Из Азова или откуда он там? Вот, собственно, все. Вся палитра. И в этой палитре светится человек под фамилией Усик. А теперь скажите мне, уважаемые зрители, правда Усик из этой палитры хуже светится или выглядит, чем те, кого я перечислил? Правда? Серьезно? Подумайте только перед тем, как отвечать. Да, он молчал эти годы. Да, он не защищал, во всяком случае, внешне ту веру, которую раньше клялся защищать. И лавру, которую тоже клялся защищать. Да, я знаю это. Но многие вынуждены были или молчать. В общем, я не хочу сейчас быть ни адвокатом, ни обвинителем этого господина. Я просто предполагаю, почему так произошло с ним. Но если с моей точки зрения, то умный и честный человек, если он еще и будет окружен хорошими, качественными, толковыми советниками, исполнителями, не цирком 95-го квартала, не той додой, которая пришла вместе с Зеленским в парламент, зеленые слуги. И в данном конкретном случае, если уж мы говорим об Усике, не только представителями бокса и промоутерами и другими боксерами, то я думаю, что это как минимум не самый худший вариант для нашей страны в целом. Это раз. Два. Теперь касательно реалий. Есть выводы соцопытываний, хотя и я, и вы, Александр, относимся к ним крайне скептически или критически. Но между тем эти цифры есть, давайте уж пооперируем ими. Там написано в этих соцопытываниях, и они проведены были максимум неделю назад,
что у Зеленского 4-е или 5-е место, а у Усика 2-е или 3-е, а у 1-е у Залужного. Я и раньше предполагал, что с учетом того, что в глазах людей армия сегодня единственная институция, которой люди верят, то человек в форме, тем более, который вовремя успел обвинить Зеленского в том, что во всех военных провалах 23-го, в том числе года, виноват именно Зеленский, а не люди в форме, что Зеленский тем самым преследовал свои политические интересы, не больше. Я думаю, что вполне вероятно, что такая тенденция будет оставаться до возможных выборов. И Залужный занимает очень серьезное электоральное предпочтительное положение. Что касается Зеленского, извините, я все-таки думаю, что если будут честные, относительно честные выборы, хоть немного честные выборы, то Зеленский проиграет. Он сможет выехать только на фальсификации. И я думаю, что это знает и он. И я думаю, что он понимает, что те, кто сегодня ему говорят нахер с пляжа, а такие звонари уже звенят, и он это все слышит, и именно этим объясняется его рефлексия, когда он говорит: снять меня хотите, выгнать меня хотите, вам выборы, снять меня, и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что он знает, что он проигрывает в электоральных предпочтениях. Люди не хотят его на следующий срок. Он это понимает. И мое убеждение, что все сегодняшние договоры и переговоры, которые он ведет, все задранные искусственно планки этих переговоров, не выведем войска с Донбасса, давайте сделаем, что он недавно сказал, эту зону в России, а-ля оккупационную зону в России. В свободную экономическую. Да. Демилитаризированную. Это все демилитаризированную, совершенно верно. Это все искусственное завышение хотелок для торговли. А цель в этой торговле, по-моему, только одна: максимально выговорить для себя гарантии. Да, я понимаю, что в отношении таких, как он, персон, со временем будет однозначно работать принцип вне территориальности, неважно где. И огромное количество желающих будет все-таки поквитаться и задать вопросы. И им, и Миндичам, и всем остальным. Я понимаю это. Но на сегодня это то, что он может делать. И он это делает. Как будет завтра, кто знает. Я думаю, он отчасти и таким принципом тоже следует. Есть сегодня возможность окучивать для себя что-то. Он это окучивает. Есть возможность зарабатывать, он зарабатывает. Есть возможность выговаривать гарантии, он выговаривает гарантии. Но я все-таки думаю, что он не будет участником, что он не будет следующим президентом Украины. Это как минимум. А как максимум, я думаю, что он может отказаться, на самом деле может отказаться от участия в выборах Украины. Повторюсь, под серьезные гарантии, в том числе возможного преемника, который, получив здесь президентское кресло, до поры до времени будет сдерживать внутриукраинские атаки на Зеленского и его окружение как бы изнутри или внутри Украины. Касательно всего мира, я думаю, Зеленский уже много гарантий таковых получил. И безопасности, во всяком случае, физической. Я думаю, так. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Всего вам доброго. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Максима, подписывайтесь на мой канал, пишите, что думаете в комментарии, с чем согласны, с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света.